Справедливости не существует. Выигрывают не умные и трудолюбивые, а хитрые. Больше девушек не у любящих и порядочных, а у наглых. И, конечно же, тот факт, что вы всю жизнь прожили славным парнем, ни в коем случае не обезопасит вас от долгой, мучительной смертью с агонией, конвульсиями. Вы, возможно, будете думать, что все ваше тело охвачено пламенем. Вы будете орать, как зверь, как животное. Тогда как подлец и негодяй проживет долгую и счастливую жизнь и спокойно себе помрет во сне. Так что веселитесь, жизнь коротка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! В общем, я начал писать маслом. Маслом? Неплохой шаг для видеоблогера. Это почти как научиться читать для обезьяны. Сливочным маслом. Ясно. Беру свои слова назад. Готова поспорить, ты сделала ради очередного своего смешнявого ролика. Типа, посмотрите, какой я каламбур придумал. Пишу маслом, а это не то масло, ну, вы поняли, да? Нет, но какая вообще разница? Я сделал что-то, что мне доставило и, скорее всего, доставит кому-то еще. Здесь нет ни политики, ни зашоренности, ни конъюнктурности. Что хочу, то творю. Главное, чтобы пошлости не было. Я на своем канале Миллионники делаю вообще все, что в голову взбредет. Иногда даже песни пою. Хотя прекрасно знаю о своих способностях. Мне даже учительница во время хорового пения как-то указкой по хребтинке заехала. И весь следующий год я просто делал вид, что пою. То есть я открывал рот, не извлекая при этом звуков. Мне было норм, да и ее, походу, тоже устраивало все. После этого наедине с собой ты дома, наверное, также подпевал кумирам. Смешно. Тебе бы канал на ютубе, да? А то что ты делаешь? Оппозиционный бложик и антиконъюнктурный твиттер. Мне кажется, ты проплываешь жизнь на волнах чужих идеалов. Я считаю, что в стране море проблем. Подожди. Пиздец. Продолжай. Скажи, вот тебе действительно интересно влезать в лубочные, малюсенькие мирки вот этих вот людей приземленных, насколько там все плохо узнавать, какова стоимость обслуживания самолета Патриарха, как много ямок на дорогах в предместье Сызрани. Это еще более пошло, чем любой видеоблог, мадам не быдло. Повторюсь, я считаю, что в стране море проблем. А я считаю, что именно поэтому ты нахер никому не нужна. Мразь! Как с маслом дела? Я много работаю над этим. Видеоблогеры умеют работать. Вы снимаете видео на фоне стены. На самом деле, зря ты так, потому что у меня сейчас в этом проекте уровень практически Ван Гог, только ухо цело. Скорее, Никос Сафронов, только бедный. Почему ты постоянно пытаешься меня оскорбить? Я стараюсь быть открытым, а ты ведешь себя так, как будто мы прожили с тобой уже в коммуналке 420 лет. Мы даже еще не целовались. Потому что от твоих шуток у меня начинается мигрень. Что там с рисованием? Короче, для этого проекта мне потребовались два ингредиента, которые я никогда в жизни не покупаю. Первое — это масло, потому что я фанат маргарина, несмотря на то, что он вызывает тромбозы. А второе — это пищевой краситель, потому что красить яйца не круто. Продолжай. Также мне потребовался заламинированный портрет Гитлера. Чего, блядь? Чего? Причем ты даже не представляешь, насколько сложно его распечатать. Ты не можешь просто прийти с флешкой и сказать: распечатайте мне этого парня, да покрупнее А3, а А2 вы вообще печатаете, нет? Мне перестает нравиться эта идея. Я даже не хочу знать, как ты его заламинировал. Ну, в общем-то и правильно. Суть в том, что я нанес поверх одного образа Гитлера другой и заставил пронести его во время шествия Бессмертный полк. Ну, ты знаешь, это там, где люди несут портреты своих погибших родственников, ветеранов, фронтовиков. И как, получилось? Да! Но самое забавное не в этом. Самое забавное в том, что я водрузил этот флаг другому человеку. Это сделал ветеран. Пошел вон! Ну, сейчас кофе допью. Пошел вон! Допью стакан. Пошел вон Да отсюда! ты что, мы были так без... Убери! Серьезно, что ли? Абсолютно, уходи! Хуй с тобой. В общем, я искал героя.
Каким же это образом? Искал того, кто больше похож на Брюса Уиллиса? Хорошая попытка, но нет, тут дело в медалях и орденах. Дело в том, что люди не способны убивать людей даже на войне. Есть такие исследования, они производились в 50-х, кажется, во время Корейской войны, но это очень близко. И суть в том, что всего лишь 25%, четверть, пыталась попасть в сторону только неприятеля, и всего 2% намеренно хотела убить своего противника. То есть не являются ли эти 2% кровожадными убийцами и психопатами? То есть ты искал того, у кого больше всего медалей и орденов? Нет, это было бы слишком просто. Да, самый крутой орденоносец, он наверняка кровожадный убийца и психопат. Но мне нужен тот чувак, который настолько отшибленный, что на нем по всем признакам, возрастным и прочим, должны быть эти побрякушки, но их нет. И зачем тебе это? Ради справедливости. Я практически полностью убежден в том, что ее не существует, но хочу попытаться найти ее хоть в чем-то. Это мой последний эксперимент в этом плане. Тебе интересно? Ну, такое. В общем, движение бессмертного полка начинается в одном конце Невского и заканчивается в другом. И я пришел заранее и приглядел необходимой наружности старика. И ты представляешь, он согласился взять и пронести мой плакат. Что это? Да, это сынишка, я ему про прадеда рассказывал на войне, вот он воевал меня, и он нарисовал. Молодец. Да? Ну, тебе. Символично, но не более того. Конечно, не более того, но знаешь, что произошло дальше? Удиви меня. В общем, история такая. В Питере на открытом воздухе в мае масло держит только дурак. Температура воздуха там 17-20 градусов. Достаточно, чтобы масло растаяло. Я там особый маслоприемник сделал, чтобы старик раньше времени не понял, что масло на плакате становится все меньше, а Гитлера больше. Мне кажется, я начинаю понимать к чему-то. В общем, суть в том, что масло стекает и обнажает портрет Гитлера. Обнажает портрет Гитлера людям, которые несут портреты своих родственников, ветеранов, фронтовиков. И увидев это, этот контингент, эти люди, они просто закалывают старика, режут его декоративными шашечками, кортиками, а зная особенность нашей толпы, наверное, просто забивают кулачищами до смерти. Ну, в общем, кровавая оргия. Администрация кинотеатра приносит извинения за отсутствие этой сцены в фильме. Мы были вынуждены вырезать ее из-за особой жестокости содержания. Полная режиссерская версия выйдет в 2020 году, а для интернет-пользователей доступна уже сейчас через Tor. Так это случилось? Второй сценарий. Слушай, в общем, как только я распрощался с плакатом, старик начал с доскональностью шпиона или сапера исследовать новые приобретения. И знаешь, что он нашел через несколько минут? Гитлера? Сливочное масло. То, что он может позволить себе только по большим христианским или коммунистическим праздникам. Ну, бедствует наш псих, бедствует любой ветеран-безмедальник. Ну, так уж есть. Он по-тихому удаляется с плакатом домой, где начинает соскребать с него ложкой масла и намазывать на крышечку хлеба. Если это правда, то ты чудовище в кубе. В общем, в какой-то момент он, естественно, видит Адольфа и начинает плакать. Вот мразь. Плакать от счастья. Но некоторые химические красители содержат компоненты, которые не очень хорошо дружат с хроническими человеческими болезнями. Поэтому хэппи-энд. Так это и произошло? Случился еще более безумный вариант, претендующий просто на оскароносный сценарий, божественное вмешательство, и даже я на какую-то долю секунды уверовал. Окей, выкатывай уже. Похолодало. В смысле?
ни черта не вышло, потому что рекорд Рекордное падение температуры смогли ощутить на себе все участники шествия «Бессмертный полк». Катаклизм случился почти сразу после начала движения по Невскому проспекту. Температура воздуха упала до 5 градусов, мать его, Цельсия. И самое дикое, что последний раз такая майская хурма происходила в 1940 1943 году, в год прорыва немецко-фашистской блокады Ленинграда. Люди не расходились и почти в полном составе дошли до конечной точки маршрута. И старик, естественно, дошел со всеми до конца, а накаляканный ребенком плакат выкинул. За ненадобностью в урну.